Всем привет! Сегодня поговорим про историчность техники. Больной вопрос для многих, для меня нет. Я просто много раз на эту тему дискутировал, вопросы тоже задают. Поэтому, что сказать имею. Начнем издалека. Как мы, в частности я, вообще дошли до существующей техники. Начиналось все в 90-е, в конце, когда кроме какого-то практического опыта не было ничего. То есть вы даже не можете представить, насколько ничего не было. Люди начали драться в доспехах, и у них из базы знаний было только олимпийское фехтование. И все. То есть они знали, что вот есть защита, есть атаки, вот там парад-репост, темп, оппозиции всякие. Но это все оказалось неприменимо к бою в доспехах на тяжелом оружии. Еще доспехи тогда были отвратительные, то есть в них фехтовать-то не всякий захочет. Их было мало, они защищали плохо, но вместе с тем были тяжелее, чем сейчас. Прекрасное было время. И вот. И стали появляться разные школы. Сейчас они, строго говоря, исчезли. Сейчас все дерутся, те, кто дерутся на высоком уровне, плюс-минус одинаково. Там такие маленькие-маленькие нюансы есть. Появлялись тульские школы, зареченские школы, еще чего-то. А интернета не было практически. Ютуба тоже. И только видеокассет можно было посмотреть. Это и то позже появилось. Ничего до этого не было. То есть, вот если ты знаешь человека какого-то, тренер в какой-то клуб пришел, вот что он умеет, он тому тебя научит. И все. В 2000 году, может, в 99-м, Яков Ефимов из школы Аркона появилась так называемая московская школа фехтования. Она отличалась от всех остальных школ тем, что можно было парировать клинком. То есть они придумали квинту, назвали ее домик, и вот мечом отбивали удары. Тогда можно было бить только по пояс, выше пояса, поэтому получалась ультимативная защита. И часто нельзя было бить в предплечье, и в кисть, конечно. Поэтому ты щитом закрывал корпус, ставил вот этот вот домик квинту, ходил, и по тебе попасть никто не мог. Знаете почему? Даже если было разрешено бить в предплечье, люди не знали, как делать обратный удар. Вот я прям помню это время. Не знали, как попасть в предплечье, как замахнуться, как попасть. То есть вот такой низкий уровень был. Совсем ничего не было понятно. Мы пришли в клуб Паладин, нам показали, как делать квинту и как бить удары. Про то, что там щит надо поднимать одновременно, неважно было. И как-то по наитию, используя свои низменные инстинкты, звериную хитрость и ловкость, пытались попадать палкой по людям. И смотрели, как дерутся люди, которые побили тебя. Что они делают. А они тоже делали. Странно, по большому счету. Сейчас так уже не воюют. И все пошло развиваться поэтапно. Правила некоторое время стояли на одном месте, поэтому некоторая школа устоялась. То есть очень на долгий период, лет на 10 полноценных, закрепилось то, что ниже колена бить нельзя, в колено бить нельзя. В общем-то и все. Все остальное — поражаемая зона, рубящие удары и бой до 10 очков. Вот примерно эти правила сформировали технику какую-то базовую. То есть довольно вертикальная стойка, не надо убирать ноги, потому что по ним особо не попадают. И довольно скоростная работа наверху. То есть бедра — это так, в них тяжело попасть, там щитом закрывают. Основная работа поверху, голова, рука. Умели делать квинту, умели делать терцию. И, в общем-то, было больше ничего не надо, еще умели щитом закрываться и быстро бить. Серии. Серии очень любили тогда. И этапы своего развития расскажу. Изучил эти удары прямой в ногу, прямой в голову, и квинту изучил, и надо было просто быть сильнее,
быстрее и как-то талантливее своих противников, чтобы выигрывать. Этим я и занялся. И все шло неплохо, пока я не придумал или не увидел обратный удар в бедро. Он меня покорил, и года полтора я всех им выигрывал. До того он был хорош, а от него никто закрываться не мог. До того он был хорош, что я забыл, как делать остальные удары. То есть я стал его делать, и всех выигрывал, и все. А потом люди просекли фишку, начали защищаться от него. Да просто можно щит туда поставить. И я перестал попадать, представляете? И примерно на полгода, может даже на год, моя техника сломалась и никак не могла прийти в себя. Отмечу, что вместе с вот этим процессом там правил, там посмотрел здесь, посмотрел там, украинцы к нам ездили, мы к украинцам ездили, все это варилось, перемешивалось и накапливалось, в смысле опыта фехтования, еще менялся доспех. А любое изменение в доспехе, оно на технику влияет очень сильно. Ну, можно сказать, что мы прошли эволюцию вот, по доспеху строения от викингов до 15 века сейчас. Мастерские учились что-то делать постепенно новые, мы чего-то придумали, бойцы сами. Там, ну, например, изобрели кулак, в Туле изобрели. То есть конструкция жесткая на руку, которая просто в нее вставляется меч и все. Это изменило технику фехтования очень сильно. Стало легче удерживать меч, не надо за него цепляться, не надо думать о том, что он вылетит. Он, конечно, может оттуда вылететь, но гораздо проще. Не надо так сильно работать над хватом, можно делать более безумные какие-то комбинации, там чуть ли не плашмя бить, и ничего не будет плохого. Вот. Кулак изменил технику. Какие-то более легкие шлема, более легкие доспехи сильно меняли технику. Вот если в легкой бригантине... Какие примеры привести? В легкой бригантине можно стоечку держать, чуть-чуть наклонившись вперед, то в тяжеленной бригантине нельзя. Тебе придется вертикально стоять. Или, ну чего, нормальное латное бедро. Вот то, что в чем я сейчас сижу, является обыденностью. То есть это просто каленая железка. Такие все носят, кто еще не перешел на титан. А для начала 2000-х это было бы чудо технологичное, потому что она тонкая, там миллиметр или 0,8 даже, я не помню, миллиметр. Она каленая, тут как-то выколочено все довольно симпатично. Оно анатомичное. Такого в 2000 году было не достать. Мы еще практически студенты были, у нас и денег не было, да? Даже если кто-то и делал такое, может быть, там пара человек в Москве или в России. Но такого не было. Поэтому мы брали стеганое полотно, вот 2-3 слоя на бедро, и все бедра синие. Там руки порублены, пальцы поломаны, там много прекрасного было. Возвращаясь к технике. Про историчность я тут ролик назвал и вообще говорить собирался. Ни о какой историчности речи не шло. Мы были молодые, мы были спортсмены по большей части. Нам надо было побеждать на турнирах. Нам историчность, даже если бы мы знали, что это такое, на турнирах выиграть не помогла бы никак. Нам бы никто не показал, мы бы не прочитали в учебниках итальянского фехтования, не посмотрели бы удар, который как бы сильно нам помог. Поэтому все придумывали сами. Придумывали. Ну и настал какой-то критический момент. Сильно очень изменила технику все, которую мы придумывали, практиковали. То, что ввели голень в поражаемую зону. Сразу все поменялось. Сразу появилась, не сразу, постепенно появилась современная стойка вот эта вот дуэльная. То, что вес на передней ножке, спинка ровная, чуть навалился вперед, ножки сзади, оружие вынесено вперед. То есть мы просто убираем ноги, по сути, подальше от ударов. Пока это не придумали, вот, как именно стоять правильно, как защищаться. Там были совершенно чудесное время, пару лет, тройку лет, даже может быть больше, когда основополагающая техника была такая: надо было закрыться щитом сверху, подсесть как можно ниже и крабиком ползти к противнику и бить его быстро по ногам.
И это, что удивительно, работало в 90% случаев, потому что люди мало того, что не могли ноги убрать, они отойти не могли. Там по ресталищу мало кто перемещался. То есть они просто от этого краба убежать не могли. Видео есть, так не покажу. Ну и вот. Зона поражения стала более-менее полной. То есть стопы нельзя бить, да и все. Кисти можно бить. Выработалась нормальная стойка. Я повторюсь, я не смотрел в учебники никакие. То есть я общался с людьми, картинки смотрел, ну, как бы, да, нормально стоит. Я понимаю, зачем так стоит. Мне этого было достаточно. Вот. И со временем, вот сколько уже, скоро 20 лет будет, как я занимаюсь вот именно мордобоем в доспехах, моя стойка стала похожа на то, что рисуют в учебниках. Я могу понять практически любую позицию, которая там нарисована. Я понимаю, для чего она может быть использована. То есть, по сути, я через практику добрался очень медленно. Ну, практически 20 лет мне потребовалось постоянной практики. То есть я не уходил в другой вид спорта никуда, я не терялся из движения. Вот эти 20 лет я целенаправленно занимался одним и тем же. Вот я пришел к тому, что я понимаю, что рисуют в учебниках по фехтованию. Итальянских, немецких. Как сделать наоборот, я понимаю очень слабо. Вот людей, которые читают книжку, смотрят комиксы, отрабатывают вот эти движения в фехтовании, мне их понять не дано. Они смогут, единственное, что научиться, это классно имитировать комикс. Ну, то есть они будут стоять так же красиво, как и там. И придумать себе в голове какие-то картины, как они вот по-настоящему бы сражались. Я сумбурно буду рассказывать, потому что, ну, давайте у нас такая беседа будет просто, монолог. А вы вопросы позадаете. Техника очень сильно зависит от правил, конечно. Любое малейшее изменение в правилах технику меняет кардинальным образом. Ну, простой пример. На битве наций долгое время за удар по утренникам в любую точку противника давали, ну, поражаемую зону, 1 очко. Год или два как за попадание в конечности дали давать 1 очко, а за корпус в голову 2 очка. Все, рисунок боя поменялся, стойка поменялась, тактика поменялась. Уже невыгодно прибегать к противнику и бить много-много-много в ногу. Потому что он тебя одновременно бьет в голову и зарабатывает в 2 раза больше очков. И вот это вот маленькое изменение, плюс 1 очко за поражаемую зону, оно картину боя изменило, ну, наверное, в положительную сторону. Введение голеней поменяло вообще все. То есть вот голени ввели в поражаемую зону, стало легче попадать в ножку. И на несколько лет это всех ввело в ступор жуткий, потому что нога открыта, ее никак не закрыть, щитом туда не дотягиваешься, щитом дотянулся, голова открылась. Вот пока не придумали все вот эти вот стоечки с квинтами, терциями, все это так и продолжалось. Очень хаотично. Да и сейчас, если разобраться, вот до уровня такого понимания фехтования, именно вот в нашей дисциплине, по нашим правилам, в мире, ну, человек 10. Можно посчитать, и то, скорее всего, не наберется. Мы их можем видеть в финале битвы наций, в полуфиналах, вот, в отборочных. Это люди, которые понимают примерно современное дуэльное фехтование. В доспехах, я имею в виду. Про историчность. У нас нет колющих. Без колющих, я не скажу, что теряется все. То есть фехтование это остается. Есть дистанция удара. Но чуть-чуть, ну там, процентов, на мой вкус, 20 фехтования уходит. То есть без колющих не так, возможно, интересно. Меньше трупов. Наверное, надо закругляться. Главный это вопрос, насколько исторично наше вот это вот фехтование. Да очень исторично. Ведь если человеку из 15 века поставить те же самые условия, из 14 из 13, дать такой же доспех, дать такие же правила, он будет драться через 20 лет в практике.
точно так же, как мы. И наоборот, если меня с моей практикой вот это вот поставить в условия, в которых жил какой-нибудь итальянский горожанин 15 века, если меня не замочат первые пару недель, то я очень быстро научусь драться, как они. Только правила и условия диктуют технику. Руки и ноги у человеков двигаются в одинаковую сторону. Мышцы тоже крепятся в одинаковых местах. Поэтому вот как создадите условия, которые вы хотите реконструировать, поработаете в них. Если максимально точно вы создали, все, ваша техника станет историчной. Вам не надо читать какие-то мануалы, смотреть комиксы. Это полезно, это классно. Это повышает ваш культурный уровень. Можете похвастаться перед пацанами, там, в своей тусовке повариться. Гордиться этим, то, что комиксы знаете. Вот. Но все нормальные люди, которые достигли определенного уровня мастерства, будь то хема, там, бой на палках, будь то ММА, они в итоге приходят к пониманию, что любое боевое единоборство – это, по сути, одна и та же вещь. Везде есть дистанция, везде есть удар, везде есть какое-то взаимодействие с противником. По сути, это все одно и то же. Просто надо адаптировать к условиям. Ну вот на этой философской ноте давайте закругляться. А то я что-то скучный, мне кажется, стал задумчивым. Взор в глубину веков ушел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики ставьте тоже. Донатьте мне быстрее. А то деньги кончатся и все, не буду вам ничего рассказывать больше. Все, всем пока.